Мы доехали до Кара-Денис, или, проще говоря, по-нашему, до Черного моря. Наверняка многие из вас говорят: а, Черное море фигня, оно как бы все бывали на Черном море. Но вот на турецком Черном море, я уверен, бывали очень немногие. И вы знаете, оно разительно отличается от Средиземного моря, от того Черного моря, которое есть у нас. Во-первых, что сразу бросается в глаза? Здесь очень красивая живописная природа. Вдоль всего побережья идут горы, поросшие зеленью, с соснами. Здесь нету пальм, здесь природа очень близкая к нашей природе, к нашей растительности, такие же деревья, и здесь листья опадают в зимний период. Второе, что бросается в глаза, это запах. То есть Средиземное море так не пахнет, а пахнет вот именно Черное море так, и оно мне напоминает вот этот запах моря. Когда я был маленьким мальчиком, ездил на Черное море, вот этот запах, он у меня из детства. Ну и самое главное, знаете что? Что все это побережье безумно красивое, оно мало кому известное. Мы вдоль его, вплоть до самой Грузии проедем, покажем вам очень интересные места. Вы просто упадете, когда узнаете, что это тоже Турция. Вы со мной? Если со мной, то прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк и поехали! Кара-Денис – это черноморский регион в северо-восточной части Турции. Название дословно переводится с турецкого «Черное море». Этот край славится своими чайными плантациями, где город Ризе является столицей всеми любимого турецкого чая. О турецком чае и где он растет у меня будет отдельный фильм на канале. Так что не пропустите. Регион известен прежде всего своей необычайно зеленой природой, озерами, горными реками и водопадами, а также морями из облаков, которые можно наблюдать, забравшись на высоту 2000 метров и выше. В этих местах в летний период любят отдыхать богатые туристы из стран Ближнего Востока. В районе Кара-Денис они находят столь необычные для их взора горы всех оттенков зеленого, водопады и горные реки. И, конечно же, не такой невыносимо жаркий климат, как у них на родине, так как температура в регионе Кара-Денис даже в самый разгар лета не превышает 30 градусов, а в горах и того ниже. На побережье Кара-Денис находится множество городов, большинство из которых мы даже и не слышали. Они все как один находятся на склонах гор в окружении пышной зелени. И в летний период, если смотреть издалека, даже напоминают городки на тайском Пхукете. Опять же из-за окружающих их гор, покрытой густой зеленой растительностью. Также велико сходство этих мест с горной грузинской Аджарией. Главным и самым крупным городом этого региона является Трабзон с населением чуть более 800 тысяч человек. Стоит отметить, что футбольная команда Трабзонспор из этого города впервые за последние 38 лет стала чемпионом Турции по футболу сезона 2021-2022 года, что стало очень большим событием для населения этого региона. В Трабзон можно попасть самолетом из Стамбула. Также есть прямое авиасообщение с Анталией и Измиром. Также в Трабзон можно приехать на машине из грузинского Батуми. Помимо аэропорта в городе Трабзон, в регионе Кара-Денис находятся еще два аэропорта – Орду-Гирисун
и недавно открывшийся Ризе-Артвин. Все эти аэропорты находятся на искусственных насыпях вдоль побережья Черного моря, так как в условиях гористого ландшафта очень сложно построить безопасную взлетно-посадочную полосу аэропорта. Друзья, я с большим нетерпением хочу поделиться своим восторгом, которого у меня полные штаны. Итак, обо всем по порядку. Первый город, который нас приютил на ночь, стал городок Орду. И он с первого взгляда в себя влюбил. К сожалению, у нас не было много времени, чтобы подробно изучить город, но все же его красоту, комфорт и приморскую атмосферу я попробую вам передать. Ребятушки, вчерашний вечер застал нас в турецком городке Орду, который находится на берегу Черного моря. Мы сразу забронировали здесь отель, а мы сейчас путешествуем особым способом, то есть мы не бронируем отели, смотрим, куда мы приехали, в каком состоянии, и тут же бронируем отель. А теперь посмотрите, какой у нас красивый завтрак, какой красивый вид. Ребятки, очередной черноморский городок Турции называется Орду. Я на его набережной и хочу поделиться мыслями. Мы уже проехали несколько городов турецких. И у нас, ну, по крайней мере, в нашей стране, наверняка и в вашей стране, Турция воспринимается как такая страна немножко, ну, которая далеко-далеко до Европы. Но на самом деле я в котором городке вижу очень приятную, красивую инфраструктуру. Вы посмотрите, какая просто набережная. Здесь идут велосипедные дорожки, пешие дорожки. Они выделены таким мягеньким материалом. Посмотрите, лежаки, деревца, сосны. И все это на фоне Черного моря и красивых горных пейзажей. Вот именно вот такая картинка отличает вот это побережье. Сейчас около 11 утра, май месяц, и такая комфортная погода, море холодное. Не так, как на Средиземном побережье, там уже вот в это время жара, а здесь градуса 23-24, достаточно комфортно, солнечно. И я вам покажу город Орду с высоты полета чайки. Нельзя не сказать, что в окрестностях Орду очень много красивых природных достопримечательностей. А в самом городе вы также можете найти оборудованные пляжи. Полюбоваться панорамой Орду можно с канатной дороги, которая проложена из центра города на вершину Бозтепе, которая возвышается в западной части города на высоту 500 метров над уровнем моря. Следующим черноморским городом Турции на нашем пути был Гирисун. Этот симпатичный городок протянулся вдоль моря на живописных зеленых гористых склонах. Из-за недостатка времени мы в городе сделали лишь коротенькую остановку, чтобы запечатлеть его с воздуха. Но в свою очередь поделюсь с вами информацией, что в городе и его окрестностях растет очень много черешни. Именно поэтому Гирисун в переводе с турецкого звучит как «черешневый». Нам же он запомнился большим количеством аккуратных многоэтажных новостроек с видом на Черное море. В Гирисуне, так же как и в Орду, есть песчаные пляжи, а это значит, что пребывание в этом городе летом можно совместить с пляжным отдыхом.
Следом за Гирисун мы добрались до Трабзона. Недолго думая, припарковались в центре города и вознаградили себя небольшим отдыхом, конечно же, под турецкую баклаву и кофе, ведь впереди у нас было еще 2 часа пути в необыкновенно красивое место. Поэтому не переключайтесь, а пока выпьем кофеек и поговорим про наше путешествие по Турции. Ребят, смотрите, мы вот так вот на скамеечке с Викторией в парке в Трабзоне взяли вот такой кофе. Здесь, смотрите, есть такие штучки, я вот первый раз такие вижу. Опа! И ложечка сразу, и она закрывает. Конечно же, моя любимая баклава. Нам дали вот, опа! Видите, это фисташки внутри. Такие вилочки нам дали. Вот. И еще, смотрите, прикол какой. Вот такие ложечки, и они полностью из шоколада. Обалдеть! Это тот случай, так вкусно, что аж съел ложку. Кофе достаточно такой дорогой. Почти $2 стоит вот такая большая упаковка. Но это у них, вот я уже во втором городе вижу, фирменные салоны такие. Дюнасы. Кахве Дюнасы. Это какая-то турецкая сеть кофеен по типу Старбакса. Вот, и, кстати, очень вкусный кофе. В Трабзоне сейчас середина мая, плюс 22. В этом регионе значительно прохладнее. Черное море в это время еще холодное, и оно охлаждает прибрежные города. И я вам скажу, мы сюда приехали накануне, наверное, какого-то глобального шухера. Ну, если быть точным, то просто они готовятся к туристическому сезону, который у них стартует где-то с середины июня. И в городе, просто вот в центре города, тракторы копают, снят асфальт, ложится плитка. Такое ощущение, как у нас в Беларуси когда-то к дожинкам готовятся. Так вот здесь готовятся, наверное, к туристическому сезону. И вот просто все улички центральные, все, не одна, а именно все, они что-то с ними делают. Ездят грузовики, возят какой-то бетон, ложат плитку, стоит пыль. То есть мы как-то немножко не вовремя. Сюда, наверное, нужно приехать в июне, и здесь будет вот так вот. А вообще, я устал, наверное, уже повторять в этом видео. Черноморское побережье Турции очень красивое. Кто любит зеленую природу, кто любит горы, и это все в сочетании с морем, здесь просто рай. Это очень напоминает Грузию, которая здесь совсем недалеко, буквально в 2 часах езды находится Батуми. И очень многие туристы, которые отдыхают в Батуми, в Грузии, сюда приезжают в Трабзон на экскурсию. И, соответственно, вот этих туристов ждет Трабзон. И мы как раз сейчас находимся в парке имени Ататюрка. По левую руку от меня его статуя. Город, кстати, очень своеобразный. Нас предупреждали, что здесь люди такие более холодные, не столь дружелюбные. Но пока мы этого не замечаем, общались только буквально с 2 продавцами баклавы и кофе. Вроде как все нормально, приветливо, услужливо, как и везде в Турции. Ну вот, чуть шаленее. Кстати, Виктория была за рулем. Говорит, что водят более так агрессивно, чем на южном побережье. Видите, как ни странно, обычно в южных странах, если взять ту же Италию, южные такие более горячие, северные, допустим, в Италии, где Милан, юг, Сицилия, то есть абсолютно разные люди. И сицилийцы, они более такие огненные, живущие рядом с вулканом Этна. А Милан — это уже что-то ближе к Германии, такие вот туда, к Австрии, они такие более холодные. Вот. А здесь почему-то как-то нам показалось наоборот, по крайней мере, по манере езды на дорогах. Вообще, ребята, немножко отвлекусь, поговорю про Турцию. В Турции последние годы, в том числе в связи с пандемией, очень сильно развивается внутренний туризм. И вот я по опыту своего путешествия, этого, предыдущих путешествий по Турции, я вижу, насколько страна разнообразная. Здесь есть горы, здесь есть несколько морей, здесь есть такие возвышенности степные, здесь есть Каппадокия, здесь есть уникальные старинные города. Здесь жили очень много цивилизаций вот на этой Малой Азии.
и каждая из них оставила свой след. Здесь очень разнообразная кухня. И самое главное, что мне нравится в Турции, знаете что? Что турки, в принципе, вот они как нация, они очень самодостаточные. А у них есть своя кухня. Они не стремятся быть на кого-то похожим, там, на Европу, на Азию, на Эмираты или на что-то еще. Вот они ценят свою культуру, ценят свои обычаи, свои традиции. И они вот сейчас уже долго путешествуя по Турции, я их четко вижу. Я вижу, как они любят сидеть в красивых местах на стульчиках, просто любоваться природой и пить с термоса чай. Я такого нигде не видел. То есть это вот говорит, насколько они ценят вот окружающую их разнообразную, красивую природу, красивые места. Ну, у нас, если человек выезжает на природу, это значит какой-нибудь шашлык, да под это дело. А здесь люди просто берут чаек, садятся на стульчики раскладные, ставят маленький стольчик и с каким-нибудь красивым видом просто сидят и смотрят на красивую природу. И такие картинки мы встречаем по всей Турции. У них эти стульчики продаются везде, на заправках, в торговых центрах, потому что очень популярный товар. Вот. Мне нравится их кухня, она очень разнообразная, необычная. В каких-то регионах любят рыбу, в каких-то регионах, кстати, на Анталийском побережье как раз-таки рыбу не очень, там больше идут такие донеры, кебабы. Туда в сторону Сирии, там тоже больше специализируются по мясу. На севере, здесь как раз-таки, где Трабзон, люди больше ловят рыбу. Мы видели рыболовецкие лодки в местечке Орду, где мы ночевали. Уже ближе к вечеру мы добрались до конечной точки нашего маршрута – деревушки Узюнгёль. Визитной карточкой этого места является одноименное озеро Узюнгёль. Друзья, наберитесь немножечко терпения, так как вас скоро ждут самые красивые кадры этого видео. А пока позвольте покажу наши очень даже приличные апартаменты, где мы остановились на 2 ночи. И должен вам сказать, что мы остались ими очень довольны, так как за сравнительно небольшие деньги в нашем распоряжении оказалось новое и полностью комплектованное жилье. Ссылку на локацию этих апартаментов, как впрочем и все локации, которые мы посещаем, вы как всегда можете найти в описании к этому видео. Друзья, у нас утро. И самое важное, солнечное утро. После вчерашнего дождя мы увидели место Узюнгёль, именно так оно называется, совсем в другом виде. Мы не поленились сегодня встать рано, потому что по прогнозу увидели, что сегодня будет до обеда солнышко. Вот. Организовали такой завтрак. Смотрите, у нас арбуз в мае месяце. Такой турецкий, как мы говорим, волосатый сыр, чаек и айран. Вот, мы сейчас позавтракаем и поедем в горы. А пока я завтракаю, вы посмотрите, насколько это красивое место сверху, с высоты птичьего полета. И не зря вот в этом месте, знаете, кто в большинстве своем туристы? Сюда в первую очередь приезжают, конечно же местные, но сюда в первую очередь приезжают арабы. Приезжают с Саудовской Аравии, приезжают с Иордании, с Объединенных Арабских Эмиратов, с Кувейта и вот в других вот этих арабских стран, где летом очень жарко, и они находят здесь такую для себя вот такой зеленый оазис, вот именно в этом месте. Полетели!
Друзья, я специально молчал. Лишь только музыка и эта ослепительная красота природы, чтобы хоть немножечко дать вам возможность проникнуться этим природным великолепием. Можно долго сравнивать эти места со швейцарскими или австрийскими Альпами, но лучше приехать сюда и увидеть все своими глазами. Побывав именно в таких местах, вы никогда больше не сможете даже и подумать о Турции с пренебрежением, а скорее наоборот, вы искренне влюбитесь в нее, как это произошло со мной. А мы тем временем отправимся на уже второй завтрак. И как правильно вы догадались, Узюнгёль и здесь остается с нами. Ребят, я вот хочу сказать ту вещь, про которую я говорю очень часто и очень многим. Не сидите в отелях, не ездите в другие страны только ради отелей. Вот посмотрите туда. Вид просто, шикарнейший. Посмотрите сюда. Сейчас я вам покажу. Вот это блюдо, которым знаменит этот регион. Вот оно так. Называется мухлама. Сейчас я ее съем, но давайте я закончу мысль. Вы посмотрите, какие... вы, наверное, не видите, что я сейчас ощущаю, какие эмоции меня переполняют от того, что я нахожусь в этом месте, с таким видом. Ем вот этот турецкий завтрак. Такого никогда не будет, даже в самом дорогом отеле. Поэтому, друзья, обязательно путешествуйте, берите машину, выезжайте за пределы отеля в любой стране, какой бы вы ни были. Будь то здесь, в Турции, на озере Узюнгёль, будь то в своей родной стране, наполняйте свою жизнь такими моментами. Многое забываются крутые отели, а вот такие моменты, они остаются на всю жизнь. И я желаю вам очень много таких моментов в жизни. И пусть мой пример для вас будет очень-очень заразительным. Природные чудеса региона Карадениз на этом не заканчиваются. Дальше я хочу познакомить еще с одной жемчужиной северо-восточной Турции – долина Айдер. Она находится в соседней с Трабзоном провинции Ризе, знаменитой тем, что именно здесь находятся плантации турецкого чая. Для того, чтобы попасть в Айдер, нам нужно сначала спуститься к Черному морю, проехать вдоль него и затем снова в горы на высоту 1350 метров над уровнем моря. 50 минут езды от побережья, и вы на месте. Дорога хоть и серпантинистая, но очень живописная. По пути вы будете проезжать через городок Чамлы-Химшин. Город с необычной архитектурой, который удивительным образом зажат между горами. Еще немного, и вы в долине Айдер. Это место действительно невероятное и сейчас активно развивается как курорт. Здесь открываются новые отели и рестораны. Причем все постройки в характерном для здешних мест стиле, когда первый этаж или основание дома каменные, а верхние этажи сделаны из дерева. Интересный факт, что населяют эти земли народность лазы, которые имеют свой язык. Лазы также проживают в Грузии в регионе Аджария. Ребята, я очень хотел успеть в еще одно место вот в сегодняшний день, которое находится в регионе Карадениз. Это долина Айдер. Вот она вокруг меня. Я не знал, что она себя представляет. Я читал, что она очень популярная. Здесь достаточно дорогое жилье. И я очень хотел сюда успеть. Боялся, что сядет солнышко. Но мы приехали в такое время, когда солнце как раз садится, но оно еще полностью не село. И мне удалось снять для вас такие красивые кадры. И это такая изумрудная, красивая долина. Здесь есть одна такая огромная вишенка. Это большой-большой кинозал на зеленом ковре. И кино здесь каждый день показывает красивый, высокий водопад. А на вершинке этого водопада сейчас в мае еще лежит снег.
Ребят, ну что я все вам говорю. Давайте, как обычно, я взлечу, точнее не я, а моя птичка, и вам все это покажу. И я надеюсь, это видео очень смотивирует вас сюда прилететь и приехать. Ребята, я сейчас нахожусь не на детской площадке, а это наш новый отель, который мы забронировали на 2 ночи. Я сижу в таком гамаке, и в нем есть такая замечательная фишка. Этот отель – это мечта столяра, или наоборот, кошмар столяра. Он полностью сделан из дерева. Потолки, перекрытия и целых этажей 6-7 в нем все из дерева. Из дерева столы, стулья, ресепшн. То есть вот кто любит дерево, здесь все такое есть. Но должен сказать, должен отметить, что дерево такое достаточно бюджетная доска, где-то немножко шлифанутая, где-то немножко отшлифованная. Но кто вот эту тему любит, добро пожаловать сюда. Давайте я вам проведу сейчас экскурсию по нему. В интерьере присутствуют такие национальные мотивы. Смотрите, какие спинки, сидушки, вот так вот, ну, очень так стильно. А ресепшн, посмотрите, как стойка сделана полностью, и тоже, опять же, из дерева. Еще можно потолок посмотреть, тоже деревянный. Вот, пойдемте сейчас, я вам покажу номера, коридоры, и это тоже очень необычно и очень странно. Пойдемте. Лестницы, перила, переходы, потолки, все тоже из дерева. А отель как минимум 6 этажей, и полностью 6 этажей из дерева. Все перекрытия из дерева, стены из дерева, шкафчики из дерева. Вот так вот прикольно. Посмотрите, какие здесь номера. Они тоже полностью сделаны из дерева. Стены из дерева, потолки из дерева, полы из дерева, кровати из дерева. Окна такие деревянные, вот так вот открываются, тоже из дерева. Здесь перила тоже из дерева. Хочу сказать, что дерево такое не то, что там какая-нибудь доска, там имитация бруса, что-нибудь такое вот, а именно обычная, простая, даже вот не совсем где-то гладкая доска. Кровать из дерева, тумбочки из дерева, коробы для электричества тоже из дерева. Единственное, что телевизор, хотел сказать, не из дерева, нет, из пластика. Но остальное все из дерева. Но в ванной комнате еще, смотрите, в каждом номере есть вот такая стрелочка, указывает направление на Мекку. И есть в каждой комнате вот такой вот коврик для молитвы. То есть это вот еще раз подчеркивает, что сюда приезжают в основном мусульмане, арабы, которые четко блюдут вот эти все мусульманские традиции. И пойдемте еще санузел.
Смотрите, санузел тоже фактически из дерева, только где душевая и мойка, вот там чуть-чуть положена плитка. Ну и на полу здесь тоже плитка, а так тоже все сделано из дерева. Вот такой вот прикольный отель. В зимний период горы Карадениза покрыты большим количеством снега, а это значит, что весной тающий снег наполняет сотни рек талой водой, которые устремляются в Черное море. Горные реки еще больше украшают пейзажи Карадениза. Сочетанием гор, покрытых буйной растительностью, и шумных рек можно любоваться бесконечно. И я позволю себе превратить это видео в минутную медитацию. Отбросьте тревоги, расслабьтесь и на минутку отдайтесь природе. Как я уже говорил, в этих местах люди жили давным-давно, и при таком количестве рек никак нельзя было обойтись без мостов. Поэтому хорошо сохранившиеся старинные мосты из камня здесь встречаются очень часто. Друзья, вот мы уже здесь находимся в Карадениз, точнее в регионе Трабзон-Карадениз 4 ночи, а с учетом одной ночи в Орду мы уже здесь 5 ночей. И чему я не перестаю удивляться, чему я не перестаю радоваться, что очень вот так вот радует мой взор, это обилие зелени и вот эта гористая местность. Лиственные деревья, немножко хвойные деревья, чайные плантации, и когда выглядывает солнышко, которое здесь далеко не каждый день, просто вот я сегодня проснулся утром тяжело, потому что до позднего вечера работал, подбирал для вас туры, вот это заставляет подниматься с постели, это заставляет выглядывать в окно, вот мне здесь очень комфортно, потому что я очень люблю зелень. Вот похожие ощущения у меня были на острове Бали. Там тоже зелено, там тоже такой ландшафт. И меня тоже глаза там радовались. Только там дикая жара 35 и влажность высокая. А здесь очень комфортно. Здесь температура 20-25, вот сейчас в конце мая. Я очень рекомендую всем побывать именно в этом месте Турции. Я до этого говорил, обязательно съездите в Каппадокию, я от своих слов не отказываюсь. Но здесь тоже нужно побывать, и про эту Турцию никто не знает в наших странах, никто. То, что я вам сейчас показываю, пытаюсь передать фотографиями, этими видео, это буквально я вам открываю вот такую маленькую замочную скважину, куда вы вот так вот одним глазком просматриваете. То есть не видя картины в целом. Оказаться здесь, видеть это все на 360 градусов, слышать эти звуки, где-то даже запахи, трогать ручками своими эти чайные кустики. Опять скажу, ребята, путешествуйте, наполняйте свою жизнь, копилку своей жизни вот именно такими эмоциями.
Предварительно умыв нашего белого коня, мы отправились навстречу новым впечатлениям. И они нас ждали не за горами, а прямо посреди гор. На самом крайнем северо-востоке Турции находится красивейшая провинция Артвин. Эта провинция граничит с территорией Грузии, до которой мы буквально не доехали всего лишь 10 километров. При этом мы даже увидели высотки города Батуми. Но путь наш лежал в другую сторону, поэтому мы попрощались с Черным морем и направились вглубь Турции. Ребят, вы знаете, в Турции, где бы мы ни ехали, в любом регионе всегда встречаются вот такие источники. Я не помню, как они называются на турецком, но они такие есть много где. И нам рассказывали, что такие источники, вода вообще ценится в этих краях. И такие источники обычно делают как благотворительность богатые люди еще издревле. Вот такое повелось. И мы вот в таких природных источниках набираем себе водичку всегда в дорогу. Очень удобно, вода вот так вот. Главный город в этой провинции – Артвин. Он меня особенно удивил тем, что полностью находится на горе, а точнее на ее склоне. Для повышения осведомленности расскажу, что город за последние несколько веков принадлежал то армянам, то туркам, то русским и даже грузинам, которые владели им с 1918 года. Но уже в 1921 году они вынуждены были уступить город Турции. К сожалению, за владение этим городом пролилось очень много крови с разных сторон. Ребята, мы отдаляемся от Черного моря, едем на юг, и картинка начинает меняться. Горы почему-то стали выше, но менее зеленые. У нас вот внизу здесь течет речка. Здесь построена уже вторая дамба, уровень реки поднят, она подтопила вот эти окружающие, вот этот вот ландшафт, вот эту низину она подтопила, и она выглядит широкой и напоминает каньон, как будто мы едем где-то в Норвегии по фьордам. Очень похожая картинка. Единственное, что не так много зелени, как в той же Норвегии. Немножко другая растительность и очень много солнца, что тоже не характерно для Норвегии. А так вот картинка очень похожая. Чем дальше едем, тем более интересно, необычно, картинка меняется. Вот такая вот она, Турция. Природа провинции Артвин действительно впечатляющая, и при этом она заметно меняется при движении на юг. Об этом я буду рассказывать уже в следующих сериях, поэтому я надеюсь, вы уже подписаны на мой канал. А если нет, то рекомендую прямо сейчас это исправить, просто нажав на мое фото внизу справа этого видео. А если при этом прожмете еще и колокольчик, то точно не пропустите следующие серии. А я уверяю вас, что впереди ждет еще много интересного, чего вы никак не ожидаете от Турции. Хочу именно сказать сейчас, потому что потом забуду, и хочу эту мысль зафиксировать и оставить ее в видео. Смотрите, мне довелось несколько раз проехаться на машине по Европе. Я получил настоящий кайф в те времена. И я знаю, что есть очень много людей, которые любят автопутешествия. Просто на машине, кто-то ездит на автодомах, и это очень популярно по Европе. Я вот уже который раз, это уже не мое не первое путешествие на машине по Европе, я получаю истинное удовольствие от таких поездок. Не какая-то локация, когда вы сидите в одном отеле, взяли машину на день на прокат, выехали куда-то, а когда вы куда-то едете. Почему мне это нравится? Смотрите, во-первых, я в рамках одной страны, она достаточно большая, не такая большая, как Россия, и не такая маленькая, как моя Беларусь. Тут можно пару недель ездить. То есть вот само то. И здесь очень часто меняется картинка. Здесь есть и такие равнины, как мы были в районе Конии. Здесь есть холмы, которые очень сильно напомнили мне итальянскую Тоскану в районе Сафранболу. Здесь есть дороги вдоль моря, вдоль Черного моря, вдоль Средиземного моря. Здесь очень сильно меняется природа, меняется климат.
меняется даже температура. Мы ехали вот сегодня вдоль Черного моря, была температура 22. Мы отъехали 70 километров, 33. Вот на 11 градусов поменялась температура, потому что там Черное море прохладное, и оно охлаждает побережье. А здесь уже такой континентальный климат и очень жарко. Здесь меняются ландшафты. Смотрите, здесь есть горы, среди гор есть реки, водопады. Здесь есть горы лысые, желтые, каменные. Здесь есть равнины. И самое важное, что украшает любое путешествие, здесь, когда вы ездите по Турции, по тем районам, где нет массово туристов, или даже они есть, здесь совершенно другие люди. Здесь они настолько удивляются, они настолько рады вам, удивлены, что вы сюда приехали. И у турков, я могу сказать, вот есть у обычных людей, не тех, кто там уже 20 лет работает в туризме и продает вам магнитики около отеля, а именно обычных настоящих людей, есть врожденное гостеприимство. Они очень хотят быть гостеприимны, они очень хотят тебе помочь, они очень хотят, чтобы тебе понравилось. А если вы выучите 20 слов на турецком и хотя бы где-то, хоть и не в попад, будете их вставлять, но вам просто обеспечен вот радушный прием, искренний сердечный прием, вам будут рады. И важный момент, здесь недорого взять машину на прокат, совсем недорого. Вы можете сюда прилететь, в Стамбул, в Анталию, в Анкару, взять машину, залупить себе какой-то круг или не круг, оставить в другом городе. Я поделюсь под видео ссылкой, где я беру эту машину, ну, где я обычно беру. Это не реклама, я от них ничего не получаю, но мне комфортно, в принципе, работать с этими ребятами по сравнению с европейскими условиями проката. Здесь очень классно, комфортно и недорого брать машину. В общем, мысли изложил. Я надеюсь, все правильно понято, записано, принято во внимание. Через провинцию Артвин протекает река, которая не только украшает эту местность, но и дает электроэнергию. Прямо здесь, посреди реки, турки организовали фермы по выращиванию форели, которую вам, конечно же, приготовят в местных ресторанах. С движением вверх деревьев становится все меньше, а их место занимают зеленые луга, активно цветущие в это время. Очень сложно подобрать слова, чтобы выразить восхитительные эмоции, поэтому минутка созерцания и любования природой под красивую музыку.